Всем привет! Вы на канале Женька, и сегодняшнее видео будет продолжением темы деревянных бараков. Пару месяцев назад я снял первое видео об этой теме, и в нем говорил, что когда наступит долгожданная весна и оттают все прелести, я обязательно выйду на улицы города и сниму все эти прелести на камеру. Итак, ребята, этот день наступил. Да, кстати, этим видеороликом я не хочу никого оскорбить, и также никого ни в чем не хочу обвинить. Я просто в очередной раз хочу показать, что проблема есть и ее нужно как-то решать. Поэтому предлагаю вам сейчас вместе со мной перенестись на улицы нашего маленького провинциального городка. А вот в этом замечательном доме по улице Первомайская до сих пор еще живут люди. Чтобы кто виноват в этом, я говорить не буду. Кто-то винил во всем администрацию, что не могут людям, оставшимся жить в этом доме, выделить жилые помещения. Якобы в этих квартирах еще можно жить. Но жильцы в какой-то степени сами в этом виноваты. Хотя вопрос, кто виноват в данном случае, навсегда останется без ответа. Даже несмотря на то, что наш город очень маленький, но изживших себя деревянных бараков в нем полным-полно. И то, что вы увидите в этом видео, всего лишь их малая часть. С недавнего времени на некоторых из этих домов стали появляться таблички о расселении. Отсюда вопрос. Это просто таблички, и людям придется здесь жить еще, возможно, и не один год, а то и десяток лет? Либо переселение начнется уже в ближайшие годы. А вот с этим домом, в принципе, с виду все прекрасно. Но есть один интересный факт. Если присмотреться, можно заметить много замазанных трещин по стенам. В каждый год их мажут. Хорошо, хоть скотчем не склеивают. И еще есть один интересный факт. Правда, видео его никак не передать. Здесь постоянные проблемы с канализацией. Сказать просто, воняет дерьмом все лето. Причем воняет так, что запах разносится на несколько улиц вокруг. Вот в этом замечательном доме мы прожили не меньше 6 лет кряду. Многие думали, что это фундамент и прямо на него поставлены окна. Нет, это всего лишь кусок бетонной стены толщиной 20 сантиметров. На него был наложен бумажный утеплитель советского производства. Я понятия не имею, как он называется. Барак этот давным-давно прогнил. Середина вот эта, где наш подъезд. Полы уже давно провалились. Эта сторона пола лежит на земле. Та сторона, где печь, вот два окна, это по идее на одну квартиру. Та сторона, где печь, там еще чуть-чуть повыше, ну, по крайней мере, было. К сожалению, сейчас нам вовнутрь не попасть, потому что когда съезжала соседка, она повесила замок на дверь в подъезде. Жили мы только в 2 квартирах там. Хотя бы, по крайней мере, там не срут, не ссут, туда не ходят бухать, там еще что-нибудь делать. Крыша течет, как только ее не пытались латать. Вот, кстати, да, козырек, вот засними козырек. Козырек нам отремонтировали. Когда здесь проходил то ли поезд ЛДПР, в общем, Вольфович Жириновский здесь проезжал. И наш сосед Старожила, который здесь живет давно, он передал, короче, ему письмо. И после этого приехали, вывезли огромную гору на помойке, которая расположена там, мы ее обязательно покажем попозже. Сейчас уже этой горы нет. Да, вот подшаманили немножко подъезды. И как бы вроде что-то обещали, типа ремонта. Хотя что тут ремонтировать, если он выгнил? Если вот попасть бы нам сейчас в квартиру, зайти, расковырять пол, и там просто, блядь, там черви ползают, там все выгнило. Хера. Обещали на лето комиссию, очередную комиссию, которая
вроде как может признать этот дом аварийным. Но, допустим, комиссии ходили, смотрели крышу. Крышу ходили, смотрели зимой. Зимой, естественно, все хорошо, никаких протечек не было. В общем, чудо-дом. Дом списан, новых не строят. Сейчас живут так, чего? Печка дымит, а дверь не закрывается. У Наташки новая поставлена, металлическая. Тоже это, таким стуком. Но у меня-то не закрываю. А все это сниму на лето ее пилой, обровняю, а сверху набью доску какую-нибудь. В общем, дофига чего там. Все, стены падали. Тут даже в авангарде было написано, что комиссия на списание дома по строжку номер 8. Так я и не видел комиссию. Тут бабы-то ходили, вроде бы списано, и непонятно. А коммуналку платишь каждый месяц? Да, очень повысилась коммуналка. Вот так, такие дороги. Этой зимой такие морозы были, как тут вообще? 40 градусов. Ничего, обогреватель, да что, обогреватель включу, это не топится. Я говорю, что, куда Наташке, что ли, уходить время? Да. Ну, потихоньку перейду. Вот мы нашли еще один дом, который, по идее, будет расселен. По крайней мере, на нем висит соответствующая табличка. Этот дом двухэтажный, с очень замечательным фундаментом. В принципе, я думаю, что жильцы его будут рады, что дом будет расселен. Вопрос, куда их расселят. Если же в такие же убитые бараки, то будет очень жалко. В общем, когда-то в этом прекрасном доме был пожар. И здесь даже сделали что-то типа ремонта. Но, правда, жить после этого здесь уже никто не стал. А самое главное, какой замечательный вид из окна. Люди уходили отсюда, оставили вещи. DVD-шки валяются, шкафы стоят. Бросили большого медведя умирать. Все это очень печально. Я даже не рискну предположить, что здесь было раньше. Поднимемся наверх. Вот здесь еще видно следы от былого пожара. В принципе, здесь все то же самое. Одна большая квартира. Вот, пожалуйста, еще один памятник архитектуры, который почему-то не сносят. Даже можно обратить внимание, там в окна, чтобы здание не рухнуло, поставлены деревянные подпорки. Кто это делает и для чего, я понятия не имею. И вообще не понимаю, почему оно стоит до сих пор здесь. Почему его давным-давно не снесли. Я даже сколько себя помню, не помню, чтобы оно было жилым. Может, когда-то оно и было жилым. Может, здание признали, может, его сделали как с какими-то архитектурными ошибками. Я не знаю. Это тайна, разгадку которой мы не узнаем никогда. Мы находимся на территории одного из корпусов бывшей железнодорожной больницы нашего города. Но сейчас я предлагаю переместиться на территорию другого корпуса, на которой строится уже в течение нескольких лет новый многоквартирный жилой дом. Я предлагаю сейчас перейти туда и посмотреть, как идет строительство, как ведется стройка. А стройка ведется никак. В течение уже 6 лет после начала стройки нет никаких продвижений. Здесь даже охраны нет. Заходи, бери, что хочешь. Сторожевая будка давно уже разворочена. Вот вам и урбанизация. Вот вам и строительство нового жилья взамен старого гнилого аварийного. Большое спасибо, что выделили на меня время. Благодарю вас за просмотр. Удачи вам
и хорошего настроения. Увидимся в следующем видеоролике. Пока.